Ну как ты, гусеница? В порядке, видишь, вернулась наконец. Хорошо тебе сделали пластику после того выпуска, команданте. Крупнокалиберный переполох. Активно-реактивными снарядами это устройство, это орудие, стреляет на 22 километра. Стоит в 35 армиях мира и стреляет 122 миллиметровыми снарядами. В сегодняшней программе у нас есть несколько необычных боеприпасов, которых мы ранее вам никогда еще до сегодня не показывали. В реальной жизни прокатиться на бомбардировщике или атаковать штурмовиком, или вообще пострелять артиллерией — это не такая простая задача. А вот в игре Warpath вполне себе можно. В игре Warpath вы можете пережить реальный военный опыт битвы. Настоящая военная техника, 3D-отображение, апгрейд и восстановление оружия. Тут имеется 104 типа танков, 34 типа артиллерии и 27 видов пехотного снаряжения. В Warpath подъехало крутое обновление военно-воздушных сил. Да, сразиться теперь там можно и в воздухе. У нас, возможно, авиация тоже скоро появится. По промокоду Air Force 2021, как новый игрок, ты получишь специальный подарок. Кроме этого, зайдя в игру, ты сможешь взять 10 карт подряд и получить элитных офицеров и даже 5-звездочного бомбардировщика абсолютно бесплатно. Скачивайте игру бесплатно на ваши девайсы прямо сейчас, ссылка в описании. У Д-30 гаубицы раздельное заряжание. Сначала кладется снаряд, потом кладется порох. Заряды есть двух типов. Обычный, полный, так называемый, которым мы и будем сегодня стрелять, и уменьшенный. Уменьшенный мы, кстати, можем разобрать. Выглядит он вот таким вот образом. Пыш, так называемый, вытаскиваем, и вот здесь вот такие вот колбаски или сиськи, их называют по-разному. И внутри вот такой вот порох. И, соответственно, мы убираем вот эти вот колбаски, и дальность уменьшается. Гаубица Д-30 – универсальное орудие, пушка и гаубица в одном. Складывается как швейцарский нож и перевозится даже на вертолетах. Даже, кстати сказать, эта гаубица может десантироваться с парашютом, если стоит на специальной платформе. Длина пушки 2,18 Д-30, 5,400 в полностью разложенном состоянии. Обратите внимание на ее необычный, нестандартный лафет. Вот эти вот три лапы и центральный домкрат, так называемый, позволяет ей стрелять и вести стрельбу на 360 градусов, как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Кстати, для прямой наводки у нее есть оптический прицел вот этот вот, а панорамный для стрельбы с закрытых позиций. Для того, чтобы казенникам вот этим вот, который ходит взад-вперед во время выстрела, не сломала вот эту вот лапу, которая позволяет хорошо устойчиво стоять этой гаубице Д-30, предусмотрено 330 единиц, и потом срабатывает предохранитель. То есть, чтобы вот эта штука не ударилась и не сломала ее, в общем, здесь есть предохранитель. Нижний станок, вот этот вентиль, позволяет ему крутиться на 360 градусов по горизонтали, а по вертикали отвечает вот этот верхний станок. Минус 7 градусов и до плюс 70. Здесь уже чуть посложнее. Рычаг перевода из боевого в походное положение выглядит вот так. Это боевое, это походное. Чем отличается? Да тем, что я пушку могу крутить сам, вот так вот фактически. Легко, я даже могу на ней кататься. В принципе, в моем возрасте чем еще заниматься? Как-то так. ОП-4М 84 года позволяет мне видеть мишень в этот прицел оптический. Да, и позволит мне хорошо навестись. В общем, и так до 70 градусов. Сейчас я выстрелю вот в эту вот скалу первым пристрелочным выстрелом, потому что я боюсь выстрелить себе под ноги. Здесь много камней, и прямой наводка, это значит, я буду смотреть в дуло. Осколочно-фугасный снаряд
В данном случае он будет осколочный, потому что я скрутил колпачок. Вставляю вот сюда, в камеру, и за вот этот язычок засовываю. Лучше всегда это делать вот этой вот палкой. Бом, есть. Берем порох. Точно так же. Засовываем его вот сюда. И вот этой штукой досылаем. Затвор закрылся. Осталось только нажать на рычаг спуска. Три, два, один. Поехали. Ой, ловите лайфхак, друзья. Как сделать из гаубицы Д-30 себе душ? По-моему, отличное изобретение. Чуть-чуть левее я ударил, и вот в ту гору, вот в эту гору попал снаряд. А осколки пролетели обратно метров, наверное, 50, и вонзились обратно. И образовался вот такой вот душик. Лето заканчивается. Хотелось бы, конечно, искупаться. С осколочным фугасным снарядом все понятно. Осколок — это когда вот так вот выкручивается колпачок, вот так вот фугасное воздействие, и есть замедление. Про него мы уже рассказывали в саушке «Гвоздика». В принципе, саушка «Гвоздика» — это та же гаубица Д-30, только на гусеницах. Но таких боеприпасов здесь еще не было. Это взрыватель АР-5, который позволяет, как сонар, взрываться над мишенью. Радиовзрыватель имеет два положения – низкое и высокое. Если проколоть мембрану, то 20 метров над мишенью, над целью, над землей. Если не прокалывать, то 10. Вот здесь внутри находится такой своего рода локатор, который включается в определенный момент над целью и определяет, в какой точке он находится. И в этот момент взрывается. А вот эта вот шкала — это как раз дальность полета вот этого снаряда. Выставляется и бом. Это у нас кумулятивный снаряд, который продавливает броню. То есть бороться можно с легкобронированной техникой, да и с броней танков тоже справляется замечательно. Д-4 вот таким вот образом выглядит. Это дымы. То есть если мы хотим, чтобы мишень увязла в дыму и воцарился хаос и все такое, мы туда херачим вот такими вот снарядами, которые взрываются, и вокруг рассыпается дым. Выстрел! Придется пройти его, чтобы добраться до перекрестка. Сегодня у нас еще один гвоздь программы, который наверняка вам очень понравится, потому что если скрутить вот этот колпачок, осветительный снаряд, так называемый люстра, выглядит вот таким вот образом. У него есть трубка Т-90 и вот такая вот шкала. Здесь максимальная шкала 500. Это 500 метров, на которые может зависнуть снаряд. А зависнуть он может благодаря парашюту, капроновому метр на метр. Вот отсюда он выскочит и зависнет. И примерно скорость падения будет где-то 100 метров в 1 минуту. Короче, 5-6 минут он будет висеть над землей. Люк, я твой отец. Сказал бы Скайуокер. Но я не понимаю, зачем я притащил люк железобетонный, 70-килограммовый, вез его, чуть не раздолбал себе тачку, думая, что гаубица Д-30 его не возьмет. Я вообще не понимаю, что с ним будет от гаубицы, но я, возможно, попробую. Шлакоблоки, вот такие вот, такую целую стену я построил, и попробую вот сюда кумулятивом стрельнуть. Посмотрим, что это, и наглядно, как это будет проходить сквозь стену. В принципе, немногие стены толще, чем вот это. Дальше обычное фортификационное укрытие наполнено вот этим вот грунтом. То есть здесь и песок, и земля, и какой-то щебень, что-то, не знаю, в общем. Вот сюда я буду стрелять осколочно-фугасным, потому что покрышки — это то, что
предназначено для блокпостов, какие-то хорошие такие укрытия для людей, которые сомневаются в действии гаубицы. В общем, мы проверим, насколько у них есть шансы. И, кстати, гусеницу сюда я, пожалуй, поставлю. Еще я взял 3 бочки огромных и весьма дорогих. 800 литров песка, 1 тонна воды, а в этой бочке у нас камень. Вот она, доверха наполнена. Что будет с каждым из этих контейнеров, если по ним будет стрелять 122-миллиметровый снаряд сегодня в программе? С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь, дальше будет интересней. Я только что сделал себе душевую, которая мне еще пригодится до конца дня. Солнце-то палит, так сказать. А сейчас я стреляю в правую бочку, в которой много камней. Вы готовы, дети? 3, 2, 1. Это жестко, ребята. Смотри-ка, она вылетает. Горячая. Эпицентр взрыва был здесь. Вот эти большие камни, часть из них высыпалась из этого бочонка, потому что в бочонок мы как раз и попали. Можно сказать, под нижнюю часть. Не вижу сильно осколков, но в общем и целом как-то этот резервуар прям совсем плохо выглядит. Я, кстати, попал с нескольких попыток, потому что тут есть какие-то такие большие валуны, которые мешали мне, закрывали мне обзор. Помните, как в 300 спартанцах? Шлем душил его, сужал ему обзор. А ведь царь должен далеко видеть. Ну а чё, кстати, бочечка-то именно сзади спасла бы кого-нибудь, если бы здесь находилась гусеница, ей бы ничего не было. Наверное, самое время поставить гусеницу вон туда. Сейчас я стрелял осколочным, потому что скручивал, а сейчас я его закрутил и будем работать. Попробуем, пробьет ли бочку насквозь с песком. Шутка. Вот такие вот дела у нас, ребята. Сзади дым, копоть. Я посещен осколками, немножко камнями. Их как будто бы вверх поднимает. Жарь, гарь, дым, в ушах звенит, но все это ради вас, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. А теперь посмотрим, что там произошло. Я не очень удачно поставил бочки, и по ним попасть крайне сложно, потому что здесь куча буераков. Вот посмотрите только, видите, гусеница стоит, и буераков куча в эту сторону. И, в общем, сложно прицелиться, потому что я практически по дулу это делаю. Ну что ж, вот эта мишень видится побольше, чем те. Поэтому, каково это укрытие, если по вам садит гаубица Д-30?
И разразилась битва. Гусеница все еще жива, она после кортика у нас. Наблюдается это издалека, можно сказать. А эпицентр взрыва пришелся, так сказать, прям под самый низ покрышек. Вот такие вот горячие осколки здесь, повсюду. Их много. В некоторых покрышках, в общем, как вы видите, достаточно много попаданий, а некоторые покрышки залетели прямо вот на ту гору. Пострадал песочек у нас вот этот вот, потому что осколочный все-таки снаряд-то был. Часть покрышек выглядит вот таким вот образом. И их так размотало хорошенечко. Смотри, взрыватель, вот он. Буквально в паре метров от инцидента. Очень горячий, зараза. Очень, сука, горячий. «70-килограммовый люк, который я притаранил сюда с большой надеждой и энтузиазмом, я поставлю здесь посерединке, а вдруг вот сюда угодит. И тогда у него будут точно большие проблемы. Но выживет ли гусеница? Она ведь сзади, смотрите-ка. Она ведь вот она, жизнерадостная, отдохнувшая. После санатория такая типа, уху, ничего, у тебя есть все шансы выжить. Я всегда так говорю. Заряжаем кумулятивчик. Вот эти вот штуки, как я говорил, раскроются и позволят ему стабилизироваться. Но я попробую пробить шлакоблоки, при этом их не разнести в хлам. И полный порох тоже несем туда. Что ж, снимаю колпачок и буду стрелять осколком. Как-то у меня плохо получается дырявить шлакоблоки. Три, два, один. Да, то, что нужно, друзья. Посмотрим. А бочка-то где? Хороший, блин, вопрос. Это было прямое попадание, чуть-чуть выше середины. Я уже немножко психанул и лупанул почем зря снарядом осколочным. И, ясное дело, бочка угодила вот сюда, и в нее угодило много-много-много мелких осколков. Ее просто разворотило. Ну вот эту часть можно еще как-то использовать. Есть песочные часы, а есть водяные часы. Так вот, эта бочка никак не сдается. Она всячески мне помогает сегодня. Я уже и умылся разочек, и душ принял. Я пытался в нее попасть несколько раз. Это, знаете, как в фильме «Снэч». Борис хрен попадешь был так. Не попал. Вот эта бочка, этакий Борис хрен попадешь. Ладно, пожалуй, я ее оставлю в таком состоянии. Может, на что-нибудь еще сгодится. А знаете, что я хочу сейчас сделать? Я сейчас хочу закрутить колпачок, оставить его неоткрученным.
Посмотрите-ка, а гусеница-то живая! Такая довольная, блин, смотри. Довольная, живая, блин. Грязевые ванны тебе, понимаешь? Командант устраивает каникулы жесткие. Что ж, посмотрим-ка. Давай, гусеница, посмотришь вместе со мной, что тут происходило. Эпицентр взрыва, как я люблю говорить, был прям под эти шлакоблоки. Вот здесь. Вот что происходит с 70-килограммовым люком канализационным, когда сюда стреляет гаубичный снаряд 122 миллиметра. Давай с другой стороны посмотрим. Вот так вот, видите, осколочками бам-бам-бам и расколола. А я таскал тут, а я старался, понимаете? Вот и гусеница тоже говорит. Старался, старался. Что ж, пришло время проверить, что такое дымный снаряд. Так. Есть. И полный дым. Есть. Говорят, самки богомола откусывают своим парням после спаривания голову. К чему это я? Честно признаться, я думал, что Д4, она же дымовая граната, вот эта вот, из снаряда 122 миллиметров, я думал, как-то это будет выглядеть по-другому, то есть типа задымление и все такое. Но, судя по всему, именно вода его затушила. И вонища такая, просто офигеть. Гусеница, милая гусеница, как же ты выжила-то среди всего этого безумия? Летящие покрышки, залетающие наверх, камни, вода, песок, пески, огонь, дым. Так много всего, а ты так жива. Должно быть хороший у тебя, можно сказать, даже заговоренный пластический хирург. Что ж, сегодня, друзья, мы постреляли из разных, а точнее из пушки Д-30 разными снарядами. И только не постреляли осветительным и толком не выстрелили из АР-5. Так и хочется сказать АР-15, но АР-5. Да, потому что у нас ведь не один день в запасе, еще целая жизнь долгая. Так что доброй всем ночи, не переключайтесь. С вами крупнокалиберный переполох.